Всем привет! С вами канал Геральдика и Вексилология. Сегодня свой обзор я посвящаю 10 самым большим странам в мире по численности населения. Общее число людей, живущих на Земле, достигшее в июне 2020 года 7 миллиардов 809 миллионов 320 тысяч 722 человек. Начнем с 10-го места, на котором расположилась Мексика. Находится страна в Северной Америке. На севере граничит с Соединенными Штатами Америки, на юго-востоке – с Белизом и Гватемалой. На западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке – водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря. Мексика является крупнейшей испаноязычной страной в мире. Население страны по оценке 2019 года составляет 126 миллионов 577 тысяч 691 человек, в то время как по территории страна занимает 13 место в мире при площади в 1 972 550 квадратных километрах. Годовой прирост – 1,1%. Средняя продолжительность жизни – 73 года у мужчин, 79 лет у женщин. На 9-м месте расположилась Россия. Страна находится в Восточной Европе и Северной Азии. Территория России в ее конституционных границах составляет 17 миллионов 125 тысяч 191 квадратный километр. Таким образом, Россия является самой большой страной в мире, чего не скажешь по количеству населения, которое составляет по оценке на 2020 год 146 миллионов 856 тысяч 536 человек. Россия – многонациональное государство с широким этнокультурным многообразием. Согласно данным переписи населения, в России проживают представители более 200 национальностей, этнических групп. Около 80% населения России составляют русские. Население распределено крайне неравномерно, 78% россиян проживает в европейской части России, которая составляет менее 25% территории. Доля городского населения составляет 73%. На 8-м месте стран по численности населения расположился Бангладеш. Государство находится в Южной Азии. Население, по оценке на 2020 год, составляет 170 миллионов 913 тысяч 283 человека, а территория в свою очередь 144 тысячи квадратных километров, что соответствует 92-му месту в мире по территории. По всему периметру окружено Индией, за исключением небольших участков границы с Мьянмой на юго-востоке и Бенгальским заливом. Бангладеш – моноэтническое государство, 98% населения составляют бенгальцы. Около 89% населения исповедуют ислам. Около 46,4% населения страны составляют молодые люди в возрасте до 25 и только 6,4% люди старше 65 лет. Средняя продолжительность жизни по данным сайта ЦРУ на 2018 год составляет 74 года. На 7-м месте находится Нигерия. Государство расположилось в Западной Африке. По численности населения превосходит все остальные западноафриканские страны. По оценкам 2020 года население страны составляло 207 миллионов 814 тысяч 576 человек. Территория страны составляет 923 768 квадратных километров, что соответствует 31-му месте в мире. По прогнозам, в 2050 году Нигерия станет по численности населения 5-й. Годовой прирост – 2,2115%. Средняя продолжительность жизни – 46 лет у мужчин, 48 лет у женщин. Этнический состав – более 250 аборигенных народов и племен. Наиболее крупные народности – Хауса – 22%, Йоруба – 21%, Игба, Иба и Иджа – 18%, Фулани – 10%, Ибибе – 5%, Канури – 4%. Религии: мусульмане – 50%, христиане – 40%, местные традиционные религии – 10%. 6-е место занимает Бразилия. Государство находится в Южной Америке. Бразилия занимает восточную и центральную часть Южной Америки. Площадь составляет 8 миллионов 515 тысяч 767 квадратных километров, что соответствует 5-му месте в мире. Бразилия является также самой большой страной Южной Америки, как по территории, так и по численности населения. Население страны по оценке на 2020 год составляет 211 миллионов 719 тысяч 605 человек. Годовой прирост – 0,791%.
Средняя продолжительность жизни – 69 лет у мужчин, 76 лет у женщин. Расовый состав на 2008 год по данным 48,43%, белые 43,80%, смешанной расовой принадлежности 6,84%, негроидной расы 0,58%, азиаты 0,28%, индейцы из коренного населения. Высок уровень урбанизации. Городское население – 84,36%, то есть 8 из 10 бразильцев живут в городах. Пятое место принадлежит Пакистану. Государство находится в Южной Азии. Территория страны составляет 803 940 квадратных километров, что соответствует 34-му месту в мире. Что касается населения, то по данным переписи 2020 года оно составило 218 066 558 человек. Таким образом, страна является второй по численности мусульманского населения после Индонезии. Основная часть населения проживает в долине реки Инд. Самые крупные города Пакистана расположены в восточной части страны. Городское население страны составляет всего 36,38%. Этнический состав – пенджабцы – 44,7%, пуштуны – 15,4%, синдхи – 14,1%, сарьяки – 8,4%, мухаджиры – 7,6%, белуджи – 3,6% и другие. На 4-м месте расположилась Индонезия. Государство находится в Юго-Восточной Азии. Население, по итогам официальной переписи 2010 года, составляет более 237,5 миллионов человек, по оценочным данным на начало 2019 года 266 911 900 человек, территория 1 919 440 квадратных километров, что соответствует 14-му месту в мире по территории. Отличается значительным этнокультурным разнообразием. Около 88% населения исповедует ислам, что делает Индонезию страной с самым большим мусульманским населением в мире. Для обеспечения более равномерного распределения населения по территории страны власти Индонезии с 1950-х осуществляют масштабную программу трансмиграций, переселения жителей густонаселенных районов, Явы, Мадуры, Бали на малонаселенные острова, Калимантан, Новая Гвинея, Малукки. В рамках данной программы к началу 2000-х годов было переселено не менее 5,5 миллионов человек, из которых почти половина в 1970-1980-е годы. Доля городского населения составляет 44%. И почетное третье место занимают Соединенные Штаты Америки. Страна находится в Северной Америке. Площадь страны составляет 9 519 431 квадратный километр, что соответствует 4-му показателю в мире. Население по данным 2019 года составило 331 427 186 человек. Американская нация – сравнительно молодое полиэтническое образование, сложившееся в процессе длительного культурного, экономического, социального и бытового взаимодействия, а также смешения между собой и ассимиляции потомков людей разного этнического происхождения, представлявших все три главные расы человечества – монголоидную, европеоидную и негроидную. Около 90% чернокожих и 60% индейцев проживают в городах. Расовый состав согласно оценкам Бюро переписи населения США на 2011 год. Белые 78,1%, в том числе латиноамериканцев 16,7%, темнокожие 13,1%, индейцев, алеутов и эскимосов 1,2%, азиатов 5,0%, коренных гавайцев или других жителей Океании 0,2%, две и более национальностей 2,3%. В 2015 году доля белых детей нелатинского происхождения возрастом до 5 лет впервые снизилась до уровня менее 50%. Таким образом, меньшинства в данной возрастной группе стали большинством. США располагают самыми сильными в мире вооруженными силами, имеет самый мощный ядерный потенциал на планете по совокупной численности развернутых боезарядов, но второе место после России по общему количеству ядерных боезарядов, в том числе самыми крупными в мире военно-морскими силами. Соединенные Штаты – высокоразвитая страна, обладающая первой экономикой мира по номинальному ВВП.
Второе место занимает Индия. Государство расположилось в Южной Азии. Территория страны составляет 3 287 263 квадратных километра, что соответствует седьмому показателю в мире. Население по оценкам 2020 года составляет 1 375 029 000. Индия является потенциальной сверхдержавой, обладает ядерным оружием. Почти 70% индийцев проживают в сельских регионах, хотя за последние десятилетия миграция в большие города привела к резкому увеличению городского населения. По культурному, языковому и генетическому разнообразию Индия занимает второе место в мире после африканского континента. Половой состав населения характеризуется превышением количества мужчин над количеством женщин. Мужское население составляет 51,5%, а женское – 48,5%. Среднее по стране соотношение мужского и женского населения – 944 женщины к 1000 мужчин. Средний возраст населения Индии составляет 24,9 лет, а годовой прирост населения – 1,38%. За пределами Индии проживает около 38 миллионов индийцев, и лидером нашего топа является Китай, хотя ему вплотную уже наступают на пятки. Государство расположилось в Восточной Азии. Территория страны составляет 9 598 962 квадратных километра, что соответствует третьему показателю в мире. По данным 2020 года население страны составляет 1 404 237 000 человек. Абсолютное большинство населения страны – этнические китайцы. Китай является ведущей космической державой мира, обладает ядерным оружием и крупнейшей в мире армией по численности военнослужащих. В Китае живут несколько десятков народов, из которых признано 56, каждый со своими обычаями, национальными костюмами и во многих случаях с собственным языком. Однако, при всем их разнообразии и богатстве культурных традиций, эти народы составляют лишь около 7% населения страны, главную часть которого образуют китайцы, называющие себя хань. Модернизация общества и межнациональные браки неизбежно ведут к стиранию различий между этническими группами, но, тем не менее, многие из них гордятся своим наследием и остаются верными обычаям и верованиям. Чтобы задержать рост населения, в 1979 году Китай перешел к политике ограничения рождаемости. Несмотря на то, что естественный прирост населения в Китае уже снизился до среднего уровня, но из-за огромной первоначальной цифры по-прежнему из года в год значительно возрастает. В период с 1990 по 2000 год население в среднем ежегодно увеличивалось почти на 12 миллионов человек. При населении более чем 1,4 миллиарда человек КПК была очень озабочена приростом населения в КНР и осуществляла строгую политику планирования семьи. Ее результаты довольно противоречивы. Политика правительства направлена на стабилизацию прироста населения и проводится под лозунгом «один ребенок на семью». Однако в этом вопросе применяется гибкий подход с учетом местных условий. Нормативное регулирование было отдано на усмотрение провинциальных властей, которые получили право устанавливать в местных положениях послабления. Обычно можно было иметь второго ребенка, если родители принадлежат к этническим меньшинствам или у них нет братьев и сестер, и для семей в сельских районах, если первый ребенок девочка или имеет физические отклонения. В последние годы политика ограничения рождаемости была смягчена. Постановление Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей от 28 декабря 2013 года разрешило заводить 2 детей, если хотя бы один из родителей был единственным ребенком в семье. Позже запрет был снят полностью. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!